Всем привет, друзья! С вами Карном, мы продолжаем играть и проходить Fallout New Vegas, и сейчас находимся, вы сами, наверное, прекрасно понимаете где, так ведь? В лагере Легиона Цезаря, и у нас тут небольшая проблемка. Цезарь не хочет отпускать нас вместе с фишкой из этого лагеря, и настаивает на том, чтобы мы выполнили для него поручение. Чтобы мы уничтожили бункер мистера Хауса, который находится где-то здесь недалеко под метеостанцией. И давайте тогда сгоняем в этот бункер, проверим, что там да как. Без фишки я уходить отсюда не хочу. Вот оно, кесарю кесарево. Хорошо. Значит, уничтожьте бункер мистера Хауса. Ладно, ладно, ладно. И я тут немного... Что тут, проголодался вроде как? А, да, пить хочется и проголодался тоже. Поэтому давайте мы сейчас немного перекусим. Перед всеми великими делами нужно хорошенько поесть. Да где тут у нас маис какой-нибудь? Во, замечательно. Коринзандер тоже съедим. Банановую юку. Ну и водичка. Все. Теперь можно сохраниться и пойдем дальше. Так, да, видимо, нам нужно действительно подниматься теперь к Цезарю. Где-то там рядом с ним должен находиться этот бункер. Эй! Кто-то в комментариях к прошлой серии мне написал, что я могу покинуть эту локацию вместе с фишкой, естественно, если при помощи пи-боя перенесусь в другую локацию. Но я только что проверил, это не работает. Отсюда так просто уйти не получается, как вы видите. Ну, еще бы получилось бы у нас. Тут все продумано. Эх, как-то не прикольно ночью играть. Но, в принципе, нормально. Ух ты ж, вот эта пушка. Вот это гаубица. Интересно, она работает? Что тут? Ага, оставить гаубицу в покое. Ну и хорошо, что не работает. Чего я тут видел? Брамен? Это, видимо, пастушка. Давайте, кстати, познакомимся. А, если мы туда вообще пройдем. Мелоди? Я друг. С друзьями разговаривать можно, правда? Почему написано, что провал, если получилось? Что ты здесь делаешь? I help take care of the Brahmin. I sometimes bring water and food to people. That's it. Как я могу тебе помочь? Anthony took Sergeant Teddy away and gave him to the stinky dogs. I want him back. Почему Антони отобрал его? Anthony said he was punishing me for trying to hide it from the Legion. Блин, тут даже и игрушки запрещены. Что за фигня? Посмотрю, что можно сделать. Thanks. Сержант Тедди. Ладно. See you around, mister. Маленькая девочка, которая ухаживает за браменами. Она разносит еду и питье. Давайте закроем ворота, чтобы эта штука не убежала. А что за заметка мы тут получили? Сержант Тедди. Антоний забрал у Мелоди ее медвежонка, сержанта Тедди, и отдал его на забаву своим псам. Она хотела бы получить игрушку обратно. Как только вы заберете у Антония медвежонка, верните его Мелоди. Понятно. А где бы нам найти этого Антония? Ты Антоний. Может быть, ты Антоний? Попробуй теперь разберись тут. Кто из них кто? Легион. Нет. Ну вот, видимо, кстати, проход на метеостанцию. Давайте сойдем. А с Антонием мы разберемся чуточку попозже. Ах так, ну замечательно, самое время, давай сюда. С оружием куда более увереннее я себя чувствую. Давайте сразу возьмем его в руки.
Боевая винтовка. Опять биндить все эти штуки нужно будет. Вот фигня. Охотничья винтовка на единицу. Ну и все, верно. Мне пока что больше ничего не нужно. Что за неработающие терминалы? Совсем печаль, беда. Ничего не работает. Ну что смотришь, Антоний? Так, поехали. Вот консоль. Консоль тихо гудит, питаясь от какого-то неизвестного источника. На консоли имеется круглая выемка размером с большую фишку для покера. А где она, кстати? Это что ли? Ладно, давайте вложим платиновую фишку в выемку. Ну что ж, пойдем. Лили. Ух ты, лайки 38. Они там не запечатали меня, нет? Все нормально. Бункер секьюритронов. Секьюритронов. О, блин, радиация. Что за фигня? Мистер Хаус, и ты тут. Well, you're here ahead of schedule. I suppose it's just as well. This is where I wanted you to end up after all. I knew I could rely on Caesar to give you back the platinum chip. Почему ты думаешь, что Цезарь отдал мне фишку? That you were searched very thoroughly when you arrived at the fort is a certainty. And as the chip is a little too large to be secreted away, I also regard it a certainty that the chip was discovered, taken from you, and given to Caesar, who returned it to you. 2 + 2 = 4, Caesar wants you to destroy whatever you find in this bunker. Да вы посмотрите, какой он смекалистый. Молодец. С чего ты взял, что я буду работать на тебя? И что это за место? It's a facility I built many years before you were born. You might think of it as a kind of barracks. You'll understand soon enough. То есть ты построил его до моего рождения. Сколько же тебе лет при этом? Что за... Может, это искусственный интеллект какой-то вообще? Может, это не человек? Ты хотел видеть меня здесь? That's rather obvious, isn't it? The platinum chip is a data storage device. I need you to manually upload the data from the chip to the facility's primary computer. There's a terminal at the other end of this facility. There's a complication. While I can broadcast to this screen, I can't control any of the facility's systems. That means I can't deactivate its security bots, most of which appear to be active according to the status board I'm looking at. Что ты намерен делать с секьюритронами? My army will do what an army does best. Defend territory from invaders and maintain order. Что ты там говорил про систему безопасности? The same equipment failure that prevents me from remotely operating this facility seems to have activated its security robots and turrets. There's a security room near the base of the stairs. Perhaps you can deactivate them yourself. Посмотрим. Я науку, правда, не качал, так что может у нас ничего не получится. Посмотрим, что будет. I like to think you have enough sense to do the right thing. The rewards for doing so are immense, as are the punishments for not doing Наказание so. за отказ? Да что ты мне сделаешь-то? Так. Мне не нравится то, что мы постоянно подвергаемся атаке радиации. Во-первых, нужно, кстати, броню НК одеть. Здесь же региона нет. Так, и помощь. Что мы можем? Антирадин какой-нибудь принять? Или Рад X, как тут эта штука называется? Вот она. Сопротивление радиации плюс 37. Глотаем и сохраняемся. А, мистер Хаус. Конечно. Ох ты! Давай, да... Слабачки эти протектроны. Что у тебя есть? Энергетическая батарея, металлолом.
тут... Ух ты. Терминал управления робота-охранниками. Не найдено сетевое подключение. Терминал ввода отключен. Но это мы не сможем взломать, так как у нас не хватает навыка науки. 50 нужно, да? Да, у нас 30 с чем-то. Не получится, видимо, даже если мы прочтем журнальчик. Увы. Опа, плазменная винтовка. Ну, возьмем, ладно. Попробуем при помощи плазменной винтовки перестрелять всех этих роботов. Видимо, не зря она здесь. Плазменная граната, вау. И импульсная граната. Вот, самое оно. Давайте попробуем действительно воспользоваться этой самой винтовкой. Плазменной. Хоть раз ее используем. Но все равно патронов не так-то много. Ага. Вот отсюда, наверное, эти протектроны и повылазили. Надо действовать побыстрее, чтобы не нахапаться. Щит питания радиацией. Соединительная коробка может быть перемонтирована так, чтобы отсоединить механизм двери от автоматической системы безопасности. Это позволит открыть дверь. Ремонт 60. Ну, давай. Опаньки. Робот-охранники. Видимо, я мог бы их перепрограммировать при помощи той консоли, которую мы видели, и они мне помогли в зачистке этого всего. Давай, стреляй. Лили, ну ты даешь. Вот, молодец. Воу! Это что за фигня еще такая? Я там ничего не вижу. Ах ты! Да сдохни. Как-то мне это не нравится. Ох, мистер Хаус. Что же ты такое построил тут? Нифига себе тут этих роботов. Да просто офигеть. Сколько их? Их тут сотни, если не тысячи. Лили, да куда ж ты? Нормально. Винтовка, в принципе, неплохая, если бы она только еще побыстрее стреляла. И если бы я прокачал энергооружие, то было бы вообще замечательно. Так, тут нет никаких развилок. О, здрасте. Все. Молодец, Лили. Ваншотнула. Цели эти, в принципе, легкие. Мы всего по 7 опыта получаем за их уничтожение. Нормально. Давайте сохранимся. Что у нас тут? Ага. Регулятор мощности. Если уничтожить регуляторы мощности в бункере, за считанные секунды ядро реактора придет в состояние перегрузки, последствия чего могут быть катастрофическими. То есть, если мы уничтожим эти реакторы, вернее, батареи, то реактор перегрузится и, короче, бункер взлетит к чертям. И мы вместе с ним наверняка. Нет, ну если мы сможем убежать... Но нет, я не хочу так действовать. Я не хочу работать на Цезаре. Но я и не хочу, чтобы мистер Хаус одержал своих роботов. Что же нам делать? Как нам выйти из этой ситуации? Оу. Нормально. А тут у нас что? Закрыто. Видимо, мы пришли. Так.
Консоль управления Секьюритрона. Да, видимо, это оно. Это консоль управления секьюритронами в бункере. С ее помощью можно установить обновленное программное обеспечение. И мы можем вставить платиновую фишку и установить ПО Марк 2. Как раз то, чего и хотел мистер Хаус. А нужно ли нам это? Может, нам уничтожить роботов? А если мы, наоборот, обновим прошивку этих роботов, да, программное обеспечение, а потом уничтожим мистера Хауса, сможем ли мы так сделать? В общем, я не знаю, давайте попробуем. В любом случае, я не хочу действовать по приказу Цезаря. Вроде как нормально. То есть мне это не нравится, конечно, они стали какими-то злыми. И мы получили 21 уровень. Так, что же мы хотели прокачать себе на этом уровне? По-моему, науку. Так, до 40. Дальше что? Взлом, наверное, до максимума уже. Вот и все. Скрытность, ремонт. Пойдет ремонт. Теперь, может, я смогу войти в эту дверь? Заблокирован доступ. Черт. Ладно, давайте вернемся по-быстрому к мистеру Хаусу. Что он нам на это скажет? Ой, не нравится мне это. Может, я зря поступил так? Это просто страшно как-то. Что ж они так загудели-то? Заработало. Your work here is done. Return to the Lucky 38 so we can discuss next steps. You have a very bright future ahead of you. Thanks to your actions today, so does the rest of mankind. Your work here is done. Так, понятно. Только... Стоп. Где там мой костюмчик Бенни? Пойдемте так. Интересно, что же нам скажет Цезарь-то? You've carried out Caesar's will, but I must confiscate your equipment again. Да пожалуйста. Оставим оружие скрытного ношения. И пойдем отсюда. А фишку, интересно, он забрал, нет? Нам бы еще Антония найти. Антоний! 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 Ты где тут? Антоний! Антонио! Антонио! Может, он храпака где-то тут дает? Ладно, надо искать его где-то рядом с псами легиона. А где псы? Где они могут быть? Не знаю. Да это просто палатки. Ты не Антоний? Так, может быть, мы сможем как-то обхитрить Цезаря и скажем, что нам все удалось? Не знаю, давайте сохранимся. Ах, да, совсем забыл. Лили, извини, тебе придется здесь подождать. Я быстро вернусь, если вернусь. Может, меня обезглавят или подвесят на крест. И меня будут клевать сарычи. Антоний. Кто из вас Антоний? Да ё-моё. Луций. It is a great honor for anyone outside the Legion to get an audience with Caesar. У тебя есть для меня какое-нибудь поручение? We recently obtained an artillery weapon, but we don't have the part or the skill to fix it. Ха-ха-ха, вот так-то, да, значит? То есть хотите, чтобы я вам пушку починил?
Ну, ремонт-то я себе прокачал, но пушку вам чинить не буду. Может, я смогу ее вообще поломать? The tribe calling themselves the Boomers is obsessed with such weapons, I've been told. You could probably find a spare firing mechanism there. Бомбисты? Ладно. Так. Не хочу с тобой Ладно. говорить. Не хочу я дружиться с Легионом. Это звери. Ух ты. Автодок Марк 3. Это еще что такое? Перед вами Автодок Марк 3, используемый для проведения хирургических операций. Однако у него перегорел диагностический сканирующий модуль, и теперь Автодок бесполезен. Нормально. I felt the ground shake a while ago. I'll take that as a sign you've got the job О, done. да. Let's press on, shall we? As I was telling you before, I want Mr. House out of the picture. You have an interest in his death, too. If he knows that you destroyed his gadgets beneath the fort, he will strike back. You know where to find him. How he dies, I leave up to you. Ну, на самом деле, да, я хочу убить мистера Хауса, но я хочу также убить и себя, Цезарь. Может, я как-то смогу вас всех обхитрить и всех поуничтожать, буду править сам Вегасом. Вместе с Лили и Буном, как я уже и говорил. У меня есть пара вопросов. What did you want to know? Твои телохранители какие-то особенные? My Praetorians embody the martial ideals of my legion. Each one of them has done enough conquering and killing to deserve the rank of Centurion. Instead, I invited them to join my guard. So the invitee chooses whichever current guard he thinks is weakest and challenges him. The fight is to the death. It keeps them from getting complacent. Как давно Луций командует претарианцами? Lucius has been the head of my guard for 5 years now. He was a subordinate guard for 8 before that. No invitee has dared to challenge him yet. Maybe it's an issue of respect. He is getting on in years. Давай поговорим о чем-нибудь другом. What else did you want to know? Расскажи мне о Вульпсе Инкульте. Wulpes is the best of my frumentari. A remarkable individual from an unremarkable tribe south of the Utah. He was brought into the Legion as a boy. Survived training. Fought well enough as a legionary to be promoted to the rank of decanus. Then in battle against an unimportant tribe, he broke ranks and led his contubernium through a hole in their defenses to capture its chieftain. Well, his Centurion wanted him crucified for disobedience, so I made him a frumentari. А чем-то они занимаются? Whatever I require. Infiltration, assassination, dramatic atrocities to break the spirit of the enemy, etc. They're mentally flexible. They operate behind enemy lines for extended periods, imitating the enemy's customs without becoming sullied. In all these things, Wulpes is a master. What else did you want to know? Сейчас поговорим просто на все темы. Я же ведь хочу узнать побольше о Легионе. Я ведь против него буду выступать все-таки. Я на это надеюсь. Так что сейчас мы узнаем все эти секреты, тайны. И воспользуемся как-то всей этой информацией в дальнейшем. До меня дошли слухи о твоем легате Лании. Расскажи мне о нем. Linnaeus is the greatest of my battlefield commanders. Some might call him a great man, but I'm not sure he qualifies. Once, he was the greatest warrior of the Hydebarks, a tribe of the Arizona. Maniacal in battle. Sometimes he'd ambush Legion patrols by himself. When after several months we found and surrounded the Hydebarks camp, their chieftain raised a banner of surrender. The warrior, who was not yet Linnaeus, went insane with rage. He struck down his chieftain and attacked his own tribe. И что случилось, когда Ланий напал на собственное племя? He killed 15 before they brought him down. He didn't die, obviously. I had him tended to. He was maimed, most of his face torn off. It was days before he regained consciousness. Терминатор When he какой-то. did, I went to his bedside and showed him the helmet I'd had forged to cover his face.
I said he could have it if he'd fight for me. He accepted, on condition that he be allowed to kill the surviving males of his tribe. I said make it the adult males, and you have a deal. Капец. Он больше похож на дикаря, чем полководца. The Neus is savage. Savagely loyal too, but only to me. He has no love for my legion. But this has its uses. He has no attachment to his men, no compunction about battlefield losses. All he cares about is destroying the enemy. When another legatus or a centurion fails to achieve results, I send Linnaeus to make things right. His first step is to beat the failed commander to death in front of his assembled troops. Then he orders the ritual of decimatio. Что это такое, децимация? It means decimation. But in ancient Rome, the word had a very specific meaning. A punishment for cowardice. The legionaries are lined up in ranks. Every 10th man steps forward and is beaten to death by his brothers. It instills a certain robust obedience. Это просто пипец какой-то. Извиняюсь за выражение. Лани возглавит атаку на дамбу Гувера? Yes. This time my legionaries will be more frightened of the commander behind them than the enemy before them. There will be no failure this time, no retreat, no years of gathering slaves and resources for another assault. With Linnaeus to drive the legion forward, the dam will be taken. It will be our bridgehead across the Colorado. Почему легион проиграл первый бой? It's not going to happen again, that's all I have to say about it. Говорят, что в первом сражении солдатами командовал некто Горелый. And I've heard it's a bad idea to tempt the wrath of Caesar. Change the subject. Ладно, давай поговорим о чем-нибудь другом. What else did you want to know? Что ты думаешь об НКР? Do you want my opinion as a former citizen or future conqueror? Actually, my opinion's the same either way. As a young man, I was taught to venerate President Tandy of Shady Sands, the founding mother of the new California Republic. Did you know her presidency lasted 52 years? And that her father, Aradesh, was the Republic's first president? Does that sound like a democracy to you? Or a hereditary dictatorship? Ведь президента Танди всегда избирали. Because the council didn't dare oppose her. She was too popular. She had the people's love. So things ran smoothly, more or less. And as soon as she was gone, as soon as there really could be democracy, what happened then? Ever since losing its queen, the NCR has been weaker, more diffuse. Democracy has been its weakness, not its strength. Почему ты считаешь НКР слабой? Greed runs rampant. The government is corrupt, accepting bribes from Brahmin barons and landowners to the detriment of citizens. The NCR is a loose conglomerate of individuals looking out for themselves. It's lost virtue. No one cares about the collective, the greater good. It's not built to last. I'm just hastening the inevitable. Но ведь НКР опасный противник. Of course. The most powerful my legion has faced. Also the first to which I am ideologically opposed. Until now, every tribe I've conquered has been so backwards and stunted, enslavement has been a gift bestowed upon them. My conquest of the Mojave will be a glorious triumph, marking the transition of the Legion from a basically nomadic tribe to a genuine empire. Just as my namesake campaigned in Gaul before he crossed the Rubicon, so have I campaigned and will cross the Colorado. Мощно. What else did you want to know? Эх, вот так вот разговариваешь с ним и понимаешь, что человек, он все-таки действительно сильный, умный. И, ну, он понимает, что делает. Черт, хороший вождь ведь. Ведь хороший. Но твои чары на меня не подействуют. Нет, нет. Что ты знаешь о мистере Хаусе? I know he's a coward, hiding behind an army of robots ensconced in that tower of his like a wizard in one of those Grognak comic books. Some say he's a man, others a machine. I don't care. He's in the way. Грогнак?
Что-то какие-то знакомые комиксы. Про них, по-моему, еще и в третьем Fallout что-то было. Или в этом, в Нью-Вегас. Или даже в первых. В общем, ладно, это не важно. What else did you want to know? Какую роль в войне будут играть местные сообщества? I've analyzed the region's tribe to determine how they might be useful. I may tell you more at a later time, if it suits me. What Ладно. else did you want to know? Как ты добился власти? Ironically, I was born a profligate myself, a citizen of the NCR. My family lived not far from the Great Boneyard. After raiders killed my father, my mother sought the followers' protection. I was 2 years old. She found work at their library, cooking and cleaning. I learned how to read, and soon I was taking courses, free of charge. Так ты был последователем апокалипсиса? Oh yes, raised in that tradition. And the teaching stuck. I was taught it was my responsibility to bring the torch of knowledge to the waste. I may have taken the torch part more literally than they intended. Как ты из последователя стал диктатором? When I was 20, the followers sent me east to Grand Canyon. It was my first expedition. Just me and a physician named Calhoun. As an anthropologist and linguist, my assignment was to learn the dialects of the Grand Canyon tribes. What a fucking waste of time. А почему нет смысла изучать диалекты? If you think it's worthwhile to make smart people learn how to talk like backward savages, you're a follower of the apocalypse, or an idiot. Anyway, we met up with a Mormon missionary who already knew a bunch of dialects, Joshua Graham. He was supposed to teach me, but before that went too far, the Blackfoot tribe captured us to hold us for ransom. They were a backward bunch, but the real problem was they didn't know how to fight. В общем, была проблема с чернорогами, черноногами. В чем The была Blackfoot проблема? were at war with 7 other tribes, Что-то я неправильно each читаю. just as pissant as they were. But outnumbered like that, they weren't going to last long. It's one thing to be taken hostage, another to be lashed to a sinking ship. So over Calhoun's objections, I decided to take certain steps. И что же ты сделал? I taught them how to use the guns they already had, how to strip and clean them, how to breathe when pulling a trigger, how to reload ammunition. They looked at me like I was some kind of a sorcerer. So I taught them how to make explosives and started drilling them on small unit tactics. If there's anything I learned as a follower of the apocalypse, it's that there's a lot of good information in old books. И что случилось, когда ты обучил черноногов? Divide et impera, divide and conquer. I led the Blackfoot against the Ridgers, their weakest enemy. When they refused to surrender, I ordered every man, woman, and child killed. When next we surrounded the Kaibabs, and they likewise refused, I took one of their envoys to the Ridgers' village and showed him the corpse piles. This was new for the tribes, you see. They played at war, raiding each other, a little rape and pillage here, a little ransoming there. I showed them total warfare. Like I said, there's a lot you can learn from old books. И что было дальше с племенами? Kaibabs joined me, and the Fredonians after that. All the pissant tribes with names that should be forgotten. I knew from the start I'd need to eradicate this plague of tribal identities, replacing them with a monolithic culture, a uniform identity. So that's what I did once my confederation of tribes was large enough. I crowned myself Caesar and created a single great tribe, my legion. I sent Calhoun, the follower captured with me, back west with a message that I should not be interfered with. Joshua Graham, the Mormon interpreter, stayed with me and served as my first legatus. То есть, создав легион, ты только и делаешь, что завоевываешь новые племена? That's right. Decades of warfare, absorbing lesser tribes, gathering power, forging the dross into a vast, razor-sharp scythe. My legion's expansion has never ceased. Much of the Utah and Colorado and all of Arizona and New Mexico are mine. We have Нехило. cities of our own, but nothing compared to Vegas. Finally, my legion will have its Rome. Офигеть история. Ох, как What мне else do you want понравилось. to know? Полезно все-таки, действительно, поговорить бывает с NPC разными.
Особенно с такими, как Цезарь. Почему легион Цезаря такой странный? I used Imperial Rome as the model for my legion precisely because it was so foreign, so alien. I'd seen what had become of the NCR's attempts to emulate the culture of pre-war America, the infighting, the corruption. Rome was a highly militarized autocracy that effectively integrated the foreign cultures it conquered. It dedicated its citizens to something higher than themselves, to the idea of Rome itself. In Rome, I found a template for a society equal to the challenges of the post-apocalyptic world, a society that could and would survive, a society that could prevent mankind from fracturing and destroying itself in this new world by establishing a new Pax Romana. Что такое Пакс Романа? It means a nationalist, imperialist, totalitarian, homogenous culture that obliterates the identity of every group it conquers. Long-term stability at all cost. The individual has no value beyond his utility to the state, whether as an instrument of war or production. Так ты хочешь уничтожить НКР, потому что ненавидишь ее недостатки? No. I'll destroy it because it's inevitable that it be destroyed. It's Hegelian dialectics, not personal animosity. Диалектика Гегеля. Это еще что? How do I put this basically enough? It's a philosophical theory, the kind you might encounter if you took time to read some books. The fundamental premise is to envision history as a sequence of dialectical conflicts. Each dialectic begins with a proposition, a thesis, which inherently contains or creates its opposite, an antithesis. Thesis and antithesis. The conflict is inevitable, but the resolution of the conflict yields something new, a synthesis, eliminating the flaws in each, leaving behind common elements and ideas. Интересно. Так в чем диалектика между тобой и НКР? The bombs wiped the slate clean. Human civilization descended to a level of ignorance that effectively set our cultural progress back to zero. The NCR has all the problems of the ancient Roman Republic. Extreme bureaucracy, corruption, extensive senatorial infighting. Just as with the ancient Republic, it is natural that a military force should conquer and transform the NCR into a military dictatorship. Thesis and antithesis. The Colorado River is my Rubicon. The NCR Council will be eradicated, but the new synthesis will change the Legion as well, from a basically nomadic army to a standing military force that protects its citizens and the power of its dictator. What else did you want to know? Что это за устройство у тебя в палатке? It's called an autodoc. As the name suggests, it's an automated physician, more or less. He can treat broken bones, cuts, punctures, scrapes. Sometimes I bestow its use upon someone I favor. Makes for a powerful gift in a culture that forbids painkillers and is largely ignorant of Ну, medical откуда же у тебя, science. интересно, эта штука? Так, ладно. До свидания. Complete your mission and return to me. Больше нам говорить с тобой пока что не о чем. Ох, ничего себе. Ничего себе, друзья, я с ним заговорился. 20 минут, наверное, я с ним говорил. Ничего себе. Ох, время заканчивать серию. В общем, на этом мы, пожалуй, остановимся. Что будет дальше, мы вскоре узнаем. Спасибо вам, друзья, за просмотр, за ваше терпение, за внимание. Интересно, где Антоний-то? Подскажите, кстати, друзья, где мне найти Антония? В какой части этого лагеря? И, в общем, всем пока, до встречи и хорошего вам настроения.